Девчонки, всем привет! Давно мы с вами не виделись, давно я не снимала видео, особенно с лицом. И сегодня у нас будет видео-макияж, видео-собиралка. Я буду делать, даже смешно сказать, я буду делать матча-латте мейкап, который все уже 2 месяца назад сняли. Но вот я только сейчас добралась. Ну что ж, все равно это будет такая более-менее какая-то осенняя версия. Хочу сделать такой макияж, потому что он очень освежающий. Ну и заодно немножко, может быть, с вами поболтаем. Так что давайте начинать. Скорее уже это будет не как видеотег, да, а просто видеособиралка. Надеюсь, вам понравится. Присоединяйтесь. Чаек, кофеек. Давайте вместе краситься, может быть. Давайте начинать. Я уже сделала тон лица и брови. Тон лица желтоват, я знаю. Мне темноват тональный крем, которым я сейчас пользуюсь. Чуть-чуть его там осталось, буквально капелька. Я хочу его закончить, и меня не особо напрягает. Я сейчас наложу макияж в целом, и уже не будет видно сильно критично, что мне темновата тональная основа. Вот. Поэтому мне осталось сделать контуринг лица, да, то есть бронзер, румяна, хайлайтер, губы и глаза. Давайте начнем, как обычно я это делаю, с лица. Буду пробовать новый для себя продукт. Купила давно и так и ни разу не попробовала толком. Это вот такой вот двушка бронзер от Dolce Gabbana. Просто красивущий. И здесь, конечно, потрясающий вот этот дизайн плитки итальянской. Традиционный. Очень красиво. Очень просто. Значит, это у меня оттенок 3 Golden Sand. Это вот такой вот двойной продукт. Подсвечивающий бронзер и что-то типа хайлайтера, но этот хайлайтер не особо яркий, то есть, скорее всего, я еще буду наносить какой-то продукт сверху, как бы усиливая. Беру кисточку для бронзера и набираю сначала отдельно вот этот вот продукт, сам, собственно, бронзер. Есть у меня подозрение, что этот продукт сейчас будет мне светловат. Пахнет как-то вроде приятно. Ложится красиво. Теперь смешиваю два продукта и прохожусь по периферии лица. И вторую сторону, вторую щечку. По-моему, очень достойно все легло, мягко, и такое здоровое бронзирование, скажем так, без таких жестких щек коричневых, да, просто все очень мягко и естественно, мне нравится. Давайте к румянам переходить. Не считая макияжа глаз, который у меня будет такой коричнево-зеленый сегодня. Все остальное лицо я хочу сделать в таких теплых, более-менее осенних оттенках. И у меня есть вот такая вот двушка от Bobbi Brown. Вы у меня ее наверняка уже видели. И здесь очень красивый оттенок, подсвечивающий к румянам. Такой персиково-абрикосовый, то есть больше в нем оранжевого, нежели розового пигмента, красивый. И хайлайтер такой искрящийся, такая формула, я очень такую люблю, без всякой базы, просто подсвечивающие искорки, очень красивый. И вот хочу сегодня воспользоваться этой двушкой. Для румян возьму кисточку поплотнее, потому что здесь запеченная и достаточно такая тонкая формула, и хочу их нанести, чтобы было видно пигмент. Я очень люблю этот продукт и достаточно активно им пользуюсь. Он у меня подзатертый даже. Он очень блестящий. Ну, я люблю подсвечивающие продукты для щек, поэтому мне подходит такая формула. Сразу щеки стали рыженькие, но я ничего не имею против. Там, где мне кажется перебор, другой стороной я сглаживаю границы просто. И далее беру легенькую кисточку и уже непосредственно наношу оттенок хайлайтера. Хайлайтер в этой двушке в стандартном у них оттенке Peach Glow. Он, по-моему, есть в регулярной коллекции.
Он такой светленький. Он светленький и... Ой, конечно, потрясающе дает сияние. Обожаю его. И вот видите, я отворачиваюсь, никакого вообще, никакого следа от него не остается. Очень красивый продукт. Вообще, продукты, запеченные для лица от Bobbi Brown, это фантастика просто. Немножко нанесу сюда, сюда, может быть, сюда. Возьму кисточку такую полегче и хочу немножко смягчить все продукты на лице, немножко их перемешать. Нет, надо побольше, наверное. Вот такую возьму, я и наношу подсвечивающую пудру. Ну, вы уже видели, наверное, что я так делаю. Я еще этот приемчик подсмотрела у Мел Томпсон. Она всегда так делала. Это очень хорошо усаживает щеки и снимает вот этот вот эффект многослойности, когда вы отдельно на лице можете увидеть бронзер, отдельно румяна, отдельно хайлайтер. Вот такая большая кисть, она делает просто красивую щеку. Вот. Сейчас может показаться рыже, но меня все устраивает. Давайте, наверное, переходить к глазам. Единственное, что перед этим я хочу нанести на губы плампер от Баксом. Пусть он пока поработает. У него такой перечный эффект, перечно-мятный. И в процессе того, как я буду красить глаза, у меня чудесно увлажнятся губы, подготовятся, так сказать. Я открыла новую базу под тени. Это база от Art Deco. И она меня пока абсолютно устраивает. Я вам много раз говорила, что у меня, как правило, ничего не скатывается, но это с базой. Без базы у меня, конечно, тени подскатываются. Набираю просто на 2 пальчика. И в таком количестве и наношу. Мне нравится эта база, нравится, что у нее телесный такой оттенок полупрозрачный. Она мне хорошо все держит, и тени на ней поярче, естественно, смотрятся, чем без нее. Хороший продукт, бюджетный. И если веки не особо привередливые, то хорошая альтернатива другим каким-то продуктам меня абсолютно устраивает. Но это классика, по-моему, она очень популярна, это база, и, по-моему, давненько у них выпускаются. По поводу глаз. Что такое матча латте мейкап? Это нюдово-коричневая тушевка. Ну, как я поняла это из туториалов. И на подвижное веко, как основной акцентный цвет, используется зеленый цвет матча. Он может быть разный. Может быть цвет порошка матча, он очень яркий. Может быть цвет вот именно матча латте. Он такой уже более приглушенный, более такой приятный моему лично восприятию цвет. Вот такой цвет я и буду использовать. Этот цвет может быть сияющий, может быть матовый. У меня матовых цветов зеленых в таком оттенке нет, поэтому я буду делать коричневую тушевку, коричневую рамочку и зеленый активный блестящий оттенок как акцент. И так как у меня немножко такое уже осеннее настроение, несмотря на то, что на тех выходных мы еще купались, тем не менее уже хочется как-то себя в осеннюю тематику окунуть. Я беру палетку Too Faced Cinnamon Sphere. Мне кажется, что это идеальная палетка, чтобы сделать коричневую тушевку. Я планирую использовать вот этот оттенок и вот этот оттенок. Мне кажется, будет достаточно, более глубокой тушевки здесь и не нужно. Начинаю с оттенка Sugar Rush. Коричневый такой оттенок тепленький уходит в персиковый, в тушевку. Мне кажется, ничего страшного, как раз будет сочетаться с щеками. Я очень люблю матовые от Too Faced. Тут надо оговориться, что я давно от Too Faced ничего не покупала. Как раз таки, по-моему, последний запуск, который я приобрела, это была Cinnamon Swirl и еще одна рождественская палетка. Вот, но я думаю, они ничего не поменяли. Во всяком случае, в матовых. Чудесно. Саму себя растушевала.
Наверное, можно было взять что-то и понейтральнее, но мне захотелось объединить как-то макияж лица и глаз. Немножко я завидую всем, кто живет в климате с ярко выраженными сезонами. Здесь, в Анталии, конечно, не очень это все заметно. Мы до сих пор купаемся. Листики, конечно, облетают, но так вот не скажешь прям, что осень, естественно. Очень давно я не снимала видео, особенно видео с вами лицом к лицу. У меня было обучение, ну, по моей основной деятельности. И вот оно наконец-то закончилось. Еще дня два я отходила от всего этого. И уже сейчас готова снимать. У меня на самом деле столько планов было все эти 2 недели, но просто не доходили руки. Так, тушевка закончена. Давайте немножко углубим. Я думаю, это будет оттенок Симиролин, вот этот вот, прям коричневый-коричневый. Для него возьму вот такую вот кисточку, уже бочоночек, потому что буду его немножко добавлять. И вот по поводу планов, ну, естественно, макияжные видео, естественно, всякие отчеты, потому что хоть я и не делала отчеты по своему low-buy году, и можно было, наверное, заметить за лето, что я не особо-то ему и придерживалась, этому своему low-buy, но я все равно хочу отчитаться в конце года этого проекта, потому что я к каким-то выводам пришла еще летом. Вот. Другие какие-то проекты. И вот как раз завтра я планирую снять видео по поводу новинок косметики. Я давно, естественно, не снимала, поэтому где-то это уже совсем не новинки, но я хочу обсудить с вами эти продукты. И заодно планирую составить виш-лист на Черную пятницу. Вернусь вот к этой вот кисточке, потому что в Турции Черная пятница начинается намного раньше, чем, собственно, День благодарения и Черная пятница в Америке, соответственно. То есть здесь скидки начинаются не в конце ноября, а в начале, потому что очень активно отмечается вот этот вот Single Days 11.11, да. На него в прошлом году было очень много акций, поэтому я готовлюсь заранее. Как я готовлюсь к Черной пятнице? Я просто смотрю, какие сайты мне доступны, где я планирую, где у меня есть возможности, где я планирую что-то покупать. Смотрю ассортимент, вспоминаю. То есть составляю четкий список того, где что, если что, я буду брать. Вот. Естественно, я буду приобретать не все из списка, а только то, на что хватит моего бюджета, логично, и на что будут хорошие предложения. Вот. И завтра как раз я хочу вместе с вами составить этот список, коллажик такой, и уже с начала, наверное, ноября начинать мониторить сайты на предмет скидок. Ну, благо это дело особо не хлопотное, на самом деле, здесь в Турции, потому что из-за бугра, так сказать, сюда ничего не закажешь. Собственно, вот моя рамочка. Получилось, мне кажется, очень красиво. Немножко тепловато, но сойдет. Что я приготовила как акцент? Во-первых, вот эта вот палетка от Тами Танука «Заячьи хороводы». Здесь есть шикарнейший оттенок, зелененький. Он очень яркий и он очень матча, но он не искристый. Это самое мое главное разочарование, так сказать, в тенях Тами Танука. Я, как понятное дело, что знаю, что беру и смотрю сводчи, но все время кажется, что что-то подойдет больше, но мне вот формула от Тами не подошла, потому что она сильно какая-то гладкая. А хочется чего-то более искрящегося, что ли. Поэтому я взяла еще одну палетку.
И это Flora Story от Odensai, летний запуск. Вот такие здесь оттенки. И я нацелилась вот на эти два. Значит, оттенок Misty. Они побледнее, но они более блестящие. И оттенок Best Buds. Вот видите, они более приглушенные. Поэтому я думаю нанести оттенок из заячьих хороводов как основной. И что-то из этого либо на вершинку яблочка, как бы нанести, да, на центр века, либо в уголочек. Ну, сейчас разберемся. Несмотря на то, что я тут якобы обругала шиммеры Тами Танука, конечно, они классные. Мне, правда, в них не хватает, как я уже сказала, такой легкости, что ли. Но у них есть и несравнимые плюсы. Они очень такие жирненькие и классно ложатся даже кисточкой. И вот сейчас вот этот зелененький оттенок я планирую нанести кистью. Очень он должен ярко лечь. В уголочек глаза не захожу, а на остальное подвижное веко наношу. Вот так. Мне кажется, он достаточно плотно лег кисточкой, и его, естественно, пальчиком я добивать не буду. Так, Тануку убираем. Подтушую немножко границы. Ну и давайте добавим более блестящих таких оттенков. Это значит, у меня Misty. Посмотрим, как ляжет. Угу. Добавляет искорок и немножко приглушает шиммер от Тами. Красиво получается. Плотно сильно не наношу, чтобы не перекрывался вот этот вот зеленый оттенок. Классно. Так, а вот этот вот оттенок Best Buds я хочу нанести на нижнее веко. Ну, такое себе, если честно. Мне кажется, надо будет немножко подзатемнить тушевку. Ну, посмотрим сейчас. В уголочек глаза я хочу добавить вот этот вот оттенок Down. Он просто великолепный. Немножко это не по канону, по-моему, в матча латте такого нет оттенка. Но я хочу нанести, он просто стоит того. И немножко как акцент, я думаю, будет уместен. Он просто шикарный. А теперь вот эти два оттенка перемешаю посильнее. Шикарно. Такой легкий на самом деле макияж. Просто за 3 секунды делается. Вот такое я люблю. Вообще тени готовы. Единственное, что я думаю взять еще оттенок непосредственно Cinnamon Swirl, чтобы немножко затемнить. Все-таки прям чуть-чуть. Для этой цели возьму бочоночек, чтобы аккуратнее получилось. Немножко снизу. Угу.
и немножко в уголочки. Пигментированный оттенок, конечно. Чуть-чуть подтушую. Чудесно. Я сейчас доделаю глаза и вернусь к вам. Бежевый карандаш в слизистую, черный карандаш в межресничку верхнюю, немножко коричневого карандаша в межресничку нижнюю. И тушь у меня Golden Rose Essential, вот такая вот розовенькая. У меня готовы глаза. Мне очень нравится. Вот такой вот макияж получился. Получается тушевка матовыми Cinnamon Swirl Too Faced. Зеленый плотный шиммер металлик, наверное, да? Тами Танука из Заячьих хороводов. И далее оттенки идут из Flora Story от Inside. Flora Story — это шикарная, конечно, палетка. Мультихром в уголочке прям придает изюминку. Очень мне нравится сочетание цветов. Осталось сделать губы. Давайте я уберу остатки этого плампера. Губы себя чувствуют просто потрясающе. У меня, по-моему, лучше продукта не было. Долго-долго для губ, вот именно для подготовки, там, среди всяких масел и так далее. Вот эта штука вообще топ. Обалденная. Так, ладно, отвлеклась. Что сегодня будет на губах? Карандаш Баксом Хаш-Хаш из Project Pen. Помада кремовая Наташа Денона. У меня это оттенок 10 NB Unre. И сверху блеск, тоже Баксом. И это Spiced Vanilla Latte. Что еще может быть более осеннего? Помада это тоже на самом деле такого достаточно спорного оттеночка, но она хорошо ко всему подходит. Ну и блеск. Такой приятный аромат. Какой-то, да, специевый напиток осенний. На самом деле контур можно было бы сделать потемнее. Я почему-то не нашла свой коричневый карандаш для губ. Сейчас поищу. Вот, нашла свой единственный коричневый. Это марка TF Cosmetics, 104 оттенок. Немножко затемню контур все-таки. Ну, давайте оставим так. Вот такой макияж у меня получился. И тут она поняла, что ей пора припудриться. В общем, да. Вот такой макияж у меня получился. Почему я все-таки села снимать этот теговый, можно сказать, макияж? Потому что он мне очень понравился. Он безумно освежающий. И вот этот зеленый оттенок, травянистый, он, конечно, прямо вытягивает внешность. Возможно, к какому-то типу внешности он не пойдет, но мне он придает свежесть. Особенно если добавить что-то персиковое на лицо. Мне очень нравится результат. Классный макияж. Можно сказать, для меня повседневный, потому что благодаря тому, что тушевка спокойная, блестяшка может быть хоть сколь для меня яркой, мне кажется, все смотрится удачно. Спасибо, девчонки, что побыли со мной, что накрасились, может быть, со мной. Спасибо за проведенное время. Всем прекрасного настроения, чудесного самочувствия. Пусть у вас все будет хорошо. Всем пока-пока.